Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. У микрофона Хитрый Лис, и мы продолжаем разбираться в механиках игры Dungeon Heroes. В этой небольшой серии роликов Лис по многочисленным просьбам разберет механику боя, типа навыков героя и расстановку персонажей. Ты узнаешь, чем отличается обычный удар от заклинания и когда твой персонаж его наносит, как накапливается энергия персонажа и какие навыки считаются заклинанием, а также как влияет расстановка персонажей на поле боя, на результаты автоматического сражения. Тема эта очень объемная, и Лис потратил кучу времени на изучение повторов и сбор дополнительной информации, которую постарался сжато предоставить в этих видео. Однако ее все равно много, так что чай и хрустящие печеньки в этом видео путешествии определенно лишними не будут. Усаживайся поудобнее, мы начинаем. Приятного просмотра! Начнем мы, конечно же, с разбора типов атак и навыков героя, чтобы в следующем ролике нам было гораздо проще понимать суть происходящего в боях. Активный навык. Заклинание, которое использует твой персонаж, как только его шкала будет заполнена до максимума. Единственный навык в игре, на применение которого может влиять игрок. В ручном режиме для его использования нужно будет тапнуть по изображению героя, который загорелся огненной рамкой. Пока ты этого не сделаешь, герой будет бить боевыми навыками и обычным ударом. Активный навык часто используется в ручном режиме в качестве тактического маневра. Например, когда вражеский алхимик наложил на всех снижение лечения, использование активного навыка жреца является нерациональным, так как эффект от него будет маленьким. В таких случаях опытные игроки отключают автобой и дожидаются, пока дебаф на лечение будет снят, и сразу же после этого используют лечение жреца. Примеров ручного использования активного навыка очень много. Связка Осириса и Стрелок, если первым активировать Осириса, зачастую может снести мага с заднего ряда за одну ротацию своих активных навыков. Если же они используются в обратном порядке, то случается так, что их урон расходится по разным целям, так как ульта Стрелка шмаляет по целям с самым низким уровнем хп, а ульта Осириса ищет в прицел мага без учета шкалы его здоровья. В командах, где есть Архангел, вообще урон ультой всей команды должен наноситься только после того, как Архангел своей ультой наложит увеличение урона по передней линии противника. А нуб Араку так вообще автобой в начале сражения противопоказан, и с первой ультой ему практически всегда стоит повременить, пока по противникам не разойдется нормально его заражение. Как правило, активное заклинание гораздо мощнее боевых навыков или обычной атаки, поэтому многие игроки предпочитают собирать свои команды, опираясь именно на активный навык. Исключением, пожалуй, будет Алита, у которой и боевой навык весьма хорош, так как очень выгодно меняет обычную атаку. Обычная атака наносится героем без модификаторов от боевых скиллов. На ее величину влияет параметр атаки, который можно поднять, увеличив силу, или непосредственно атаку за счет прокачки уровня персонажа и его снаряжения. Обычная атака может быть критической. Для этого должен сработать крит-шанс, тогда к обычному урону будет добавлено 50% от урона плюс процентная величина крита, которая также прокачивается за счет снаряжения. Изначально предполагалось, что обычная атака всегда предшествует любому действию персонажа, за исключением использования активного скилла, который, в отличие от других навыков, может использоваться в любое время, как только будет заполнена шкала энергии. Затем, просматривая повторы, Лис обратил внимание, что некоторые персонажи сначала используют свои боевые навыки и только потом начинают использовать обычный удар. В основном такое наблюдалось за легендарными персами. Отсюда был сделан вывод, что обычные герои начинают раунд с обычной атаки, а легендарные с боевого навыка. Но по последним наблюдениям и среди обычных персонажей нашлись те, которые с самого начала боя раздают свои боевые навыки и только после этого начинают использовать обычную атаку. Например, каменный гигант, алхимик или эльф-лучник начинают с применения боевого скилла, а Джек с обычной атаки. Уловить момент, в который производится обычная атака, достаточно непросто, особенно если используется X2 или твой смарт подтормаживает. Но самое главное, из-за кучи ярких вспышек, не зная куда смотреть, этот момент теряется.
Лис специально вставит замедленный кадр из повтора, на котором ты можешь наглядно видеть, как Некрос использует обычную атаку. Как видишь, в этот момент дуга, имитирующая удар над карточкой Некроса, окрашена в желто-оранжевые цвета, и за ней не следует никакого применения скиллов, а урон проходит незначительный. Точно такое же цветовое обозначение используется у всех героев, когда они производят свою обычную атаку. Обратив на это внимание всего один раз, ты без проблем будешь замечать, когда твои герои провели обычную атаку в любом дальнейшем бою. Лис рекомендует тебе перед использованием любого персонажа из заточки его снаряжения, в том числе и амулета, прогнать его несколько раз по испытаниям и понаблюдать, с какой очередностью и периодичностью он использует обычную атаку. Возможно, в некоторых случаях, отдав предпочтение прокачке характеристик, усиливающих обычную атаку, профита будет гораздо больше. Боевой навык или навык битвы. Навык, который используется в бою без участия игрока, может как наносить урон, так и лечить и даже накладывать различные бафы и дебафы. Что важно, является заклинанием, а значит, на него распространяется шанс критического заклинания, и он имеет шанс запустить бонусы снаряжения, механика которых завязана на использовании заклинаний. У некоторых персонажей присутствуют два боевых навыка и отсутствует командный навык, например, как у Лорда Страха, Доктора Мэгги, Эльфа-лучника, Алхимика и других. Такая особенность подразумевает более высокие шансы использования бонуса от легендарного снаряжения, завязанного на заклинаниях, ввиду более частого применения самих заклинаний. Вопрос целесообразности использования снаряжения на некоторых героях оставим открытым, и каждый пусть для себя сам решает, во что наряжать своих подопечных. В начале боя складывается впечатление, что боевые навыки чередуются с обычной атакой, но через какое-то время можно заметить, что тот же Некрос использует 2 раза подряд обычную атаку. Возможно, на это влияют такие дебафы, как молчание, оглушение и так далее. Но по мнению Лиса, у каждого боевого навыка есть свой внутренний кулдаун, чтобы персонаж не мог им спамить в боях. Скорее всего, именно по этой причине случается видеть, как персонаж с 2 боевыми атаками использует подряд 2 заклинания, минуя удар обычной атакой. Как и в случае с обычной атакой, использование боевого навыка можно проследить во время боя. На замедленном повторе с тем же Некросом ты можешь отчетливо заметить уже знакомую нам дугу над карточкой героя, только в этот раз она более отчетливо видна и выделена яркими синими и фиолетовыми цветами, после чего происходит анимация самого заклинания в виде выползающих костлявых рук Некроса. Анимация у каждого заклинания своя, но вот дуга отображается для всех героев одинаково. Заметив ее, можешь быть уверен, персонаж только что применил боевой навык или по-другому заклинание. Командный навык. Обычно очень сильный навык, который используется всеми персонажами с таким навыком в самом начале боя, еще до того, как будет совершен первый удар с любой стороны. Как правило, имеет ограничение от 6 до 12 секунд, но чаще всего встречается вариант в 9. На основе этой механики есть тактика, следуя которой игроки собирают так называемые 9-секундные команды, в которых представлены в основном персонажи, у которых есть командные навыки, усиливающие мощь персонажа. Идея таких команд состоит в том, чтобы сокрушить оппонента в первые 9 секунд боя, пока активны сильные бонусы от командных навыков, либо вывести из строя ключевых героев противника. Такие команды, как правило, показывают самые большие цифры урона, но являются крайне неустойчивыми, так как по истечению 9 секунд противник получает преимущество в использовании различных навыков, в то время как персонажи с командным навыком остаются в основном с одним боевым заклинанием, а значит, чаще атакуют обычной атакой без бафов и дебафов. Такие команды имеет смысл использовать на старте и средних уровнях, так как высокий урон поможет быстро защищать карты. На высоких уровнях у противника уже будут лучше прокачаны доспехи и сопротивление различным видам урона, а значит, они с легкостью переживут первые 9 секунд боя и смогут быстро наверстать потерянное преимущество. Плюс не стоит забывать про многими ненавистного щитоспинника, который заставляет вернуть часть урона с фронт-линии обратно тому, кто напал. У многих любителей вынести соперника с 1-2 ходов знатно так подгорает, когда их любимчики лопаются от своих же ударов в самом начале боя. Также есть персонажи, командный навык которых
дает отличную прибавку в стойкости на старте, как, например, гном воин, прелесть которых в полной мере раскрывается на более высоких уровнях игры. Схожая механика наблюдается и у реликвий, но их мы будем разбирать в отдельном видео. Пассивный навык. Этот навык, в отличие от командного, действует всегда, независимо от его активации. В большинстве своем он дарит герою повышение одной из характеристик. В некоторых случаях усиливает какой-то боевой навык или эффекты, применяемые в нем. Может в значительной мере усилить персонажа и полностью изменить его роль в бою. Примечателен тем, что его действие невозможно отменить или заблокировать, а значит, он действует на протяжении всей схватки. В конце этого ролика хочу поблагодарить всех, кто помогает разобраться в премудростях YouTube и монетизации контента, представленного на канале. К сожалению, стандартные средства типа прероллов или спонсирования недоступны каналам, которые не преодолели порог в 1000 подписчиков. Однако, неравнодушные зрители подсказали отличную идею оставлять в описании к роликам реквизиты, по которым любой желающий может поддержать канал. Дело это абсолютно добровольное и ни к чему не обязывающее, а значит, должно идти по велению сердца. Лису вполне достаточно твоей поддержки в комментариях и твоих лайков, но и звонкой монете он также будет рад. Все вырученные таким образом средства пойдут на развитие канала, улучшение технической составляющей и улучшение навыков автора, чтобы в будущем получать контент было еще приятнее. Заранее благодарю тебя за любую помощь. Подписывайся на канал, если этого еще не сделал, и ставь палец вверх этому ролику, если он был для тебя полезным. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео от Лиса, и делись этим роликом с друзьями. В следующем ролике мы разберем, какие действия накапливают энергию в бою под ульту и почему банки атаки это не всегда хорошо, а также как влияет расстановка персонажей на исход битвы в автоматических сражениях. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре и не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!